Всем привет, ребят, с вами Team Spirit. Сегодня мы будем смотреть ваши демки и понимать, кто руинил вы или ваша команда. Не понимать, а разбирать. Так разбор это и есть понимание. Может, в дебри лезть. Мид проигран в салат. И оно аная. Нора пупсик ник. Важное уточнение. И смог выиграть один. Тима руинила как могла. Но уже как будто... Он в пати. Получается, В пати со тиммейт снайпом. его тоже руинил. Да, то есть еще и на тиммейта. Не подставился на руне, респект, принес танго. Закуп говно. Линия сложная, без простая. фалькона. Линия в супер фри. Мел скачал на первом. Ну, типа, на любителя, но такое. Ну, по крипстату, типа, все окей. Пока что. Ну, тут смотри, линия. Раскачка плохая. Либо берешь рефракшн на первом, либо не берешь вообще. Большая пачка стакнулась, он зареагрил. Ну, не включает еще рефракшн, когда бьет пачку. Мел просто по крипам. Сейчас трипл рейнджи стакнулись. Нормально то, что разбивает правильно. Но зашел просто под праймала, который уже без первого спела был. По-моему, он на бабку нажал. Да. Ну, то есть его убить никак нельзя здесь, но он просто подходит под праймал, умирает. Ну, такая дефолтная плохая смерть. Разменялись, не так плохо, еще убил. Без фалькона, без капель. Мне нравится билд. Ну, нормально. Линия фришка, но на него постоянно нападает, проседает он. Плюс ресы не доносит. Надо ресы доносить. Пришли два кореша, загангали. Все хорошо. Пошел лес фармить. Типа сейчас уже плюс-минус все равно, но ресы надо доносить на линии, если пробили 4900. Ну, типа норм. Норм, не стрём. Давай посмотрим, что с дизолем будет делать. Пока просто фарм, убил хорошо по трапу. По-доброму. Нажали хрона, сейчас дизоль есть. Можно тавер в боте прожить с дизолем. Надо заколить под себя саппорта. Пока рем лес. Тэпнулся, зареактил в мид. Хорошо. Все закачал, каты выехали. Но, опять же, хрона нет. Мог попробовать. В табе. Распушил пачку. Но это уже опасно. Плюс у Беста агоним блинк на 16-й. Да. Ну тут надо трапу было откинуть и выйти на эншентов. Просто лишняя смерть. Ну что, просто убили его 2 раза, у него нетворс недостаточно, 10 тысяч на 20-й, но когда играешь против вайда, хочется побольше. Просто команда фидит под мид-пачкой. Типа просто. Так, нажали хрона. Ну, надо идти Рошана сейчас забирать. Нет хрона, нет вайда. Сдох опять в миде герой на мид-пачке. Надо опять же идти Рошана. Рошан не пошли, хрона откадешилась. Короче, просто тут проблема в том, что мид контролит не те герои, которые должны. У них контролит мид Панга вместо Тайда. В итоге просто по КД прыгают и убивают героев под мид-пачкой. А у него уже нетворс не хватает, чтобы драться с врагами. Ну, дефолтный просто ММ. То есть такой на 15 тысячах постоянно происходит. Просто рандомные смерти, рандомные мувы и не контролит Рошана, когда хрона дропнулась. Нам Данька шливнул с игры. Но никто не паузит. Никто не паузит. Рапиру покупает. Но тут нужна линка. Типа без линки тут не поиграть. Даже с рапирой ему просто не дадут бить. Нажмут либо рор, либо ультпраймала. Нажалась хрона, выждал хрона, окей. Бежит на него бист, у него есть пика. Пику нажал в него. Надо в мал сесть, да. Ну, его все надо что купили. Ну, тут ничего не сделать. Просто не подставиться под рор, переждать БКБ и не сдохнуть. Ну, тут как будто Тима перефидила. Ну, то да. Ну, и он нафидел на мидпачке, и Тима нафидела. По сравнению с тиммейтами. По сравнению с У тиммейтами. них сколько? 40 смертей на 4. Так, прыгнули, убили. Ой-ой-ой. Задожил А у хрона. хрона? Война. Угу. А там бабочка, типа? Он новая, мелт да? не будет. Да. Ну, через трапу ни разу не ударилась. Да. Мел через трапу не обузит сейчас. Через это надо часто играть. Бэков нет. Есть все спалы, но нет бэков. Да. Ну, все просто сдохли. Ну, типа, под базой прыгнули, сдохли. Ну, скорее Тима уронил, я бы так сказал. Ну, да. Типа, он пытался выиграть, но бил так себе, плюс нафидел. Тима просто перефидила. Next. Выносил лохов на копе на Тима Руин. Какие шансы попасть в киберспорт? Рангейм увидел тут? Но мы можем причекать. Титаны, скорее всего, да? 2000-ники. Ого! Тут какой-то... Нет, смотри, я вот знаю, я знаю уже по профилю его еще на копе.
И вот в этих, я уже не знаю, куда это. Но я тебе не скажу. Блять, кто это? И по сету еще можно догадаться, если честно. А, это Дэн? Это Дэн. Ну, я, по-моему, видел эту игру, где у него 14 там, или что-то, ну, короче, у него гигантские КДА, но поражение. Ну, давайте разберем ошибки его. Давайте разберем. W По сколько он стоит, Мити, какой ранг? 128. Скорее всего, Это Мираж. аналог, может быть. Да, либо аналог, либо Мираж. Так, ну пока КС нормальный. Посмотрим, выиграется лимит. Билд какой-то странный. Типа Soul Ring 0. Слишком до расходников. Вы? Что произошло? Как он умер? И Зевс, и Коги, и Санстрайк. Что он изначально делал? Так, Бара прибежал, не убили. Зевс дал болт. Так, хуёвый блинк. Да, надо было забирать руну, потом блинк. Да. Хуёвый блинк. В итоге нажал Зевс таких не ботл. пускают. Опять. Еще тычку развернулся дать. Танго Танго не не переложил. переложил. Танго вместо пустого ботла, а не вместо ветки. Убили Зевса. И просто санстрайком... Санстрайк не Колк. доджит. Ну, Ну, почти доджит. блинк на 2 сантиметра. И сдох. Тэпнулся в бот, убил Клока. Ну, такое ТП посредственное. Так, пришел, Клок опять нафидел. На кач играет фулл. АФК фарм. 0 проша на карте дает. Вышку не бьет. Вышку не бьем, идем фармить кемпы лесные. Люблю я таких игроков, знаете, на миде, вот, с которыми играешь и порой удивляешься. Фармим Аганим. Ну, тут до Аганима будет чуть полу-АФК. Убил... А, подожди, там Бладстоун уже у Бэтрайдера. Что, блядь? Тэпнулся в бот на инвокера. Хороший килл. Чейзит. Ну, он сейчас тут всех сожжет, как будто. Хотя, Есть шанс. нет. Вайпера не осилит. Вайпера не, на шанс. В рашпид. Вот бы сейчас за вашу. Так, опять рефилимся, опять идем давать врагам. Нас ты купили. После Бладстоуна. Хуй заход. Ну, это дефолтный кол, скорее всего, саппорт колил. Год арма контестить. В итоге заходит в гейт втроем. Тут опс, линия не запушена. Саппорта выиграли одного. Второй тоже заходит на похуй уже, потому что надо стакнуться. Сдох. Еще торма отдали, ждем БКБ. А, торма враги даже не пошли. Ну, запокал, убил. Еще бетик нафидел в топе. Забрали торма по итогу. Ну, вообще все хорошо. Надо Рошана просто контестить и все. Ну, тут можно провод на капец затащить. Полуфри игра, я бы так сказал. На самом деле это фулл фри игра. Че, убил, всех застилил, Рошана добили. Аегис бесту, окей. Опять зарефил. Много на базу, прям на базу летает, блядь, бежит, сука. Всегда рефилимся, всегда реди драться. Бегут через всю мапу, Бара суицид. А, это нельзя, наверное, говорить, да? Бара отдал себя за инвокера. Так, всех убили, ну фри игра вообще. Кто затровит? Вот твои ставки, Фил. Эмбер. Ой, не Эмбер. Бист? Пока билд идеальный, я бы также закупился. Вот Аганим, БКБ, Бладстоун, Линка, Акторин. Возможно, вместо Акторина я бы купил Виндвейкер. Но Акторин слишком тоже имба. Так, блинкуется Вайпера. Ну, как будто можно за БКБ его, да? На себя еще вообще. Хороший игрок, хороший. Вот видно, что-то. видно микрит, хорошо. Блин, в пачку, под ДД, всех разбирали, байбеки. ПК Эмбер сдох. Просто выйти сейчас. Все, идеально. Выйти, закачаться, докачать линку. Линку докачали, Акторин. Все, надо смог. Аркан-руна. Все, либо сейчас, либо никогда. Все, надо сейчас смог нажать. Вот, рисует, хорошо. Бист. Бист подставился, сдох. Я говорил, что без. Ну, подставился, сдох. Контроль от Рошана, Рошан зона есть, надо топ затолкать и потом уже идти в бот, потому что не успеют забрать, враги будут покать. Вот, стакнулись, нажали смог, забрали. Все, пока все хорошо. То есть позиция хорошая, Эмбер под дазлом. Сука, Баратрум нахуй просто в суицид, блядь, летит. БКБ? БКБ нажали, Бладстоун надо нажать под Соник. Все, правильно, правильно. Убили. Байбек. Ну, много кнопок нажали, на самом деле, на Клока. Нужно разворачивать. Бист, линку нажал Рор. Ну, убили все равно вайп. Все хорошо пока. Пока все как надо. Убили Рошана, забрали Аегис, Биста опять Аегис. Сломать бот-тавер, потом запушить мид, законтролить активку, и можно под топ уже мываться. Про фарм. Ну, все на фарм. Вот на фарм играет. Вот сразу видно, не доверяет никому. Ну, это паблик.
Только я. Так, блинканулся в тройку, чуть не заруинил. Бист опять сдох. Вот как Бист сдох? Блинканулся, плохой... Ну, да, то, что я и думал. Блинк в саппорта, Клок свел его с ума, блинк под Когу, не нашел, развернулся, уже все манту уже потратил, бет уже летит, он без линки, линку могла дать Квапа. Не доиграл. Ну, все. Ну, тут инфы не хватило, скорее всего. Квапа реально не доиграл. Контролим активку, ждем Баратрума, нашего любимого бреватора. Сдохли сапы. Столько говна слева. Тут Вайпер, Бэтрайдер, Зевс просто срут. Вот мы смотрели 4000, смотрим 15 тысяч ПТС. Вот ничего не меняется. Вот типа одинаково. Просто одинаково фидят на мид-пачке. Про Дота, High ПТС Public, 500 ПТС, вообще не важно. Всегда сдохнут на мид-пачке и всегда начнется фулл рандом. Так, ультанул в Клока, Вайпер настреливает. Очень плохо будет, когда БКБ закончится. Прям очень плохо будет. Клока задонали еще. Наш любимый Баратрум не может дофармить БКБ 41 минуту. Ну, это проблема Баратрума. Ну, тут Бэтик сожжет. Это проблема Баратрума или Блокинг Бар? Баратрума. Все, Блин. вот он сейчас умер и ГГ. Не умрет. Блинк 3 секунды КД, сори. Умер. Ну, И орет в эту секунду. Ну, даже микрес, сука. крест Вамбера был нажат. Ну, плохой блинк. Плюс как будто не стоит драться. Вот типа бегут, но такая хуйня. Типа у врагов БКБшки есть, все есть. Там инвокер 6 слотов, они коммитятся. У них керри Эмбер. Бист 0 импакта, не знаю. Бист фоткает, подождите. Бист Подождите, обосранный. Бист делает классные фотки. Что Бист вообще делал в файте? Вот давай посмотрим. От начала и до конца. И фотки. Добивает дисперсер. Эмбера прыгает в миде. Вот сейчас в момент надо, надо нажать ТП. Чейзит Зевса, тэпается потом в мид, бежит позицию занимать, никого не может прыгнуть. Там у 2 коров линка, я так понимаю, да. У него нечем сбить. Все сдохли, без ТП. Еще сейчас сдохнет, да, скорее всего. Да. Словили, БКБ не нажал. Было время. Словили, БКБ не нажал, Квапа байбек. Все, Ну, Копа БВ, все, GG. Короче, full рандом файт в миде. И, Квапа типа нормально сыграла. Копа тащила как могла. Просто такие игры бывают, с ними ничего не сделать. Не хватило коммуникации, мог линку кинуть в миде, скорее всего бы выиграли. По итогу сам заруинил. Критическая ошибка. Нет шарда еще. И нет шарда, да. 44 Ну, метра. типа, Бро. шард нужно покупать. Это хороший спел. Хочешь больше эмоций от игр Team Spirit? Тогда переходи в телеграм-канал команды и забирай бонус от наших друзей. Херману. Я Панга. 8К ВГ. Я сам ошибался, это ЖБ. В мувах был пи***ц, как и войсе. Поэтому хотелось бы понять, насколько повлияли мои ошибки на конечный итог. И, скорее всего, мог купить иные шмотки, но я хз какие. Ну, давай посмотрим. Я не знаю, что он там мог купить, он такого, что можно задуматься реально на Панга. На Панга. Вышел на руну, сделал килл. Это хардовый. Это оффлайн, килл тогда странный. Надо на макс старты закупаться. Топорик нужен еще против трента? Топорик, да, против торрента, срубить деревья в начале. Плюс статы нужны. Донес топор после. Билд, я понял, это билд типа на фаст кольцо. Но как будто ты на Экса можешь и просто убивать на линии. Мидж-слэйр тут вообще, типа Но окей. я думаю, на тройке Панга, если ты вот играешь, лучше покупать диффуз, чтобы ты выгонял вражеского керри с линии, нежели мидж-слэйр, на который ему будет плюс-минус. Ну, тут еще диффуз прикольно, что может дисперсер разогреть против Да. тренда. У тебя шард будет. Типа норм, точно не стрём, но только... Он просто стоит, качается. Найкс тоже качается. Наверное, из того, что ты можешь делать, это пытаться просто пулить пачки под мидж-слэйр и создать прешер, фармить вражеский лес. Потому что тебя тяжело загангать, до 6-го трента ты прям очень тяжелый килл, даже под инвокера. Просто играет на фарм. Игрок на фарм, окей. Прилетел в мид, подрались, пришел в топ обратно. Надо сапами пройти в топ, убили Найкса, окей. Запулил, запушил. Уже 15-я минута, кстати. Просто до сих пор в топе, ни одного выхода никуда. Мид топался. Да, Топ-вышка стоит, куда ему выходить особо.
Аганим — это плохая шмотка до блинка. Точно нужен блинк в игре, чтобы начинать файт, тем более с мидовой брудой. Если у тебя на миде нет зацепа, ты должен начинать инициировать файт. Яйцо не разбивалось? Яйцо не разбил. Как будто разбивалось. Да. Яйцо мог добить, плюс нет шарда. Возможно, против Трента стоит в целом шард покупать раньше, чтобы просто ты мог кататься в роли. Блинк, шард точно надо купить. Аганим с такой игры, где у тебя просто окей игра, он не шибко много даст. Ну, нетворс такой. Команда фидит, как обычно. Нетворс слабый, плюс, да, 8 смертей у Урсы как будто много. Нетворса ни у кого нет. Сломал яйцо, купил блинк. Ну, типа, нормально, но вот нужен шард. Шард В итоге все равно дисперсер покупает. Да, да. Поэтому Либо уже ставил Мэштер, диффуз. либо диффуз. Надо. Можешь купить и то, если хорошая игра, прям слишком. Тут прям Значит, быстренькая каточка. Просто выпали. И все. Плюс надо покупать блин вместо Аганима. Ну туда чисто по блинку можно. Да и так. Ну и диффуз еще можно подумать тут. Но диффуз Некса всегда приятно, потому что герой 0 армора. Да, если Ты учитывать, что гарнишь ману. дисперсер тут хороший. Просто команда перефидила, типа, ничего не сделать. Ну, просто мощь. Ну, это Скорее ты должен команда понимать, заняла. что все выбирают лучшие свои игры, которые Да. они въебали. Где именно команда руинила. Ник, Season 0. Луна. Уверен, что ошибки в моей игре были, но для своего рейтинга я сыграл очень даже достойно. На 30-й минуте было почти 470 крипов. Взял именно эту игру для примера, потому что за меня были очень интересные персонажи. Очень обидная игра, которые могли спокойно выиграть. Хотелось бы услышать, что именно пошло не так, и что мне нужно пофиксить, чтобы апнуться. Так, Луна. Билд базовый, танго несется против ВС, ДС. Линия может быть сложная на самом деле, у врагов много нюков. Аккуратно надо стоять, плюс купить сапог на первой бабке в ДС, чтобы нормально ты мог убегать от крипов. Окей, нафидел чел. Что он несет? Бенд. Ну, бенд... Короче, я бы понес сапог против ВС, чтобы я мог просто от ДС убегать и не жариться. Вот этот бим как будто. Бим хоть и все равно убил, окей. Танго надо съесть. Не ест танго, пока, когда дерется, когда идет файт. У кого-то была такая проблема. Ботинка не будет. Но тут как будто с такими ресами надо просто в лес уйти. Сдох. Ну, это лишняя смерть, потому что у тебя лоу ресы. Ты стоишь на линии, идешь в пачку, когда у тебя 300 хп. У тебя 200 хп, когда выходишь на линию. Плюс ты встречаешь линию раньше, чем она замэтчится. Не собираешь инфу изначально. То есть пока линия станет, пойдет ДС, не пойдет. Куда они вообще идут. В итоге тебя убивают, потому что у тебя просто 0 ресов. Вообще бим плюс лотос чуть лотос отбежать, не как будто могли тут подразвернуть. Могли, но лучше сыграть сейвово и донести себе либо ресы, либо фармить до морбитки в лесу. Ну, просто надо выйти уже с линии и качать лес, потому что прожить будут в топ. В боте и будешь много нетворса терять. Можешь еще виндлейс донести. 5000 на 10 будет? Угу. Ну, это это нанес. респект. Хвалиться надо? Или хватит маны? Не, нормально. Все равно не фармишь за счет спалов. Раскачка мне не особо нравится. Ты либо качаешь бим в 4 и прожжешь линию, либо не качаешь второй спал. Потому что второй спал — это не тимфайт, мне не особо нравится это. Типа норм, но Они сами приходят. можешь выбрать, да. Другие просто бегут, фидят, у тебя все хорошо. ДС тэпнулся, увидел, сломал вышку, забрал экспу, пока все вообще шикарно. Все вообще хорошо. Единственное, что мне не нравится, то что слишком с большим нетворсом. Чекни куэром, тупо не везет. Рискуешь. Сейчас летит. Не несет. Ну, ТП надо принести. Плюс в такой игре, где у тебя много нетворса, и ты прежеришь, можешь прежерить, нужно с саппортом проходить дальше линию, толкать и заходить в вражескую тройку, чтобы у тебя мид контролил другой герой. В итоге файт, где у тебя 12 тысяч нетворса, принимается без тебя, потому что ты просто не там находишься, где надо. То есть ты должен находиться под ботом, а тут Урса просто гуляет с бэфом. Троечка? Троечка с бэфом. То, что ты находишься настолько далеко, не дает тебе возможность законнектиться, и из-за этого враги поднимаются на 3, где они должны нафидить. Типа вот они бегут, бежит фантомка, 1300 хп, без БКБ. То есть это такой смог последней надежды. Да. Но за счет того, что тебя здесь нет, нажать в него, вот когда он прыгнет,
кнопки плюс урс АФК ливнула. Сам вылетел. Типа вот здесь, если ты находишься, ты всех убиваешь, но ты фармишь слишком далеко. Когда у тебя хорошая игра, ты можешь думать о том, чтобы играть на прешер, нежели играть на свой фарм, когда ты можешь врагов убивать. Ну, даже так. Даже Минус так, 5. да. Рубик разбивал, скипнул пачку, добил пику. Надо контестить Рошана сейчас. Потому что с Рошаном ты можешь дофармить в себе бабочку и просто сносить трон. У тебя 15 тысяч на 20-й, слишком Твоя команда в топе, ты должен заколить Рошана, потом посмотреть торма по вайбу. Можно и то сделать, если сделаете быстро. Не, ну если так, и крипов, конечно, можно потом хвалиться крипами. Ну, короче, нет тебя в игре вообще. Пока что 20 минут, 0 давления, 0 инициативности. Ну, с бабочкой это надо уже будет. Да, пойдут Рошана заберут. ОД взяла ОД Егис. взяла Егис. Ну, типа, окей. Плюс, наверное, я бы фляй не покупал в ДС первой шмоткой. Наверное, вообще бы не покупал. Играл бы через МКБ Сатаник Сильвер. Запокали, убили, все, надо базу идти. Не-не-не, крипы стынут. Надо базу идти в этой ситуации. Вы убили Ну, или двух мид. героев, сломали, у вас пачка под тавером, там нет стены. Короче, я бы пошел форсить базу, потому что у Фантомки нет БКБ, она супер слабая, у вас Аегис. Сейф есть. Да, есть сейф, вы сильные. Вам надо просто пойти и сломать базу. Ну, или мид хотя бы Т2. Или нет, хотя бы Т2, да. Что я заметил, слишком много... На лоу ПТС всегда люди отделяются и не готовы принять файт, когда они сильнее. Это ошибка. Надо стараться быть с командой, если ты сильнее. То есть вы сильнее, вы двигаетесь пятером, и вы можете просто хуять врагов. Плюс Фантомка сейчас не проблема для тебя, надо купить Сатаник, чтобы просто пережить, пересустенить файт. Когда Фантомка будет проблема, когда у нее появится МКБ, у тебя, то есть Фантомку есть уже один слот, это фляй, надо просто укрепиться самому, а не убивать врага. Потому что сейчас он тебя убить не может. А после БКБ он и так умрет. Плюс мне не нравятся таланты, которые ты взял. Надо брать правый на 15-м и левый на 20-м. Пошел в 5 героев. Покнули БКБ. Сатаника нету, сдох. Зачем вообще побежал? Убил, Астварда за 4200. побежал с ДСом, покнули. Ну, короче, просто рандом файт. С такой хорошей игры ты либо добиваешь МКБ сейчас, либо добиваешь Сатаник, забираете Рошана next, и игра сносится, да. Но из-за того, что принимается full рандом, враги ломают вам сайт, и уже игра становится не такой радужной. Еще вас убили, опять нафидели, не подождали всех. Сломали 2 сайда. Мом не выгоднее разобрать. Он типа продал мом, но он будет покупать. Не, может. Короче, если ситуация критическая, лучше продать. Если игра обычная, то лучше разобрать. А сейчас бы Сатаник. Сейчас бы Сатаник, да. Но сори. Короче, важно еще следить за тем, нужен ли тебе урон в игре и достаточно ли у тебя сейф-шмоток. То есть должен соблюдаться баланс. У тебя, по сути, здесь фляй манта пика. Тебе должно быть достаточно для того, чтобы перебивать Фантомку, потому что тогда у нее закончится БКБ, она трупак. Тебе супер важно жить самому. И в доте сейчас супер важно жить. Если ты чем дольше ты живешь, тем больше ты урон наносишь. Блин, ну и Сильвер тут тоже сильный. Ну, вместо фляя должен быть Сильвер, по логике вещей. Вместо МКБ Сатаник. Вместо МКБ Сатаник, да, и потом Светблинк. Короче, билд, типа обычный базовый билд, но я бы закупился иначе. С этим билдом тоже можно было выиграть, но слишком, короче, не чувствуешь, где ты можешь надавить на врагов. Ну и GG. всё. Тут убили уже. Уже убили, уже ГГ. Ну, странно, что еще никто в чат не писал ничего. Обычно любят пообщаться. Ну, тут типа 50 на 50. Типа мог выиграть, это реально мог керить. Ну, игра, короче, фришная, из-за того, что супер фри-линия, 0 прешера на тебя. Ты должен сам создавать прешер идти и с фляем просто форсить базу, потому что когда у тебя фляй, Фантомка вообще не может драться против тебя. Ну и фармишь слишком далеко, слишком сейвовые споты. Игра на Бристолбеке против Етора. Мне 16 лет. Очень интересно, где я посрался. Мое мнение, как минимум, должен был дефать Бруду намного дольше и всю игру боялся. Ты Бруда тут, скорее всего. Да, я Бруда. Так, Какую рамку Бристолбека? 1400. Я вспомнил эту игру. 4 утра, full game ruin,
Тут всем так на игру. Я еще покажу просто для clarity of mind, типа, что тут вообще... Ты подожди, ты где там? Да, что тут вообще произошло, как, типа, линия стартанула. Вот я стою на руне, меня обходят со смока, вяжут. Я, типа, бегу, думаю, ну, ТП нажму, но я понимаю, что они будут бежать до конца. Тут вот так вот мансится. Оп-оп-оп, забежали на ХГ, я выбежал. Лучше бы ты сдох. Лучше бы я сдох, но... И без тика ты пришел в руду. Тоже. Ой, А в вот, Бристлбеке. вот тут я думал, что будет Doom, а тут оказался Бристлбек. Что линия фри, на Бристлбеке в бруду, стоим, качаемся, все. А, кстати, по-моему, я проиграл эту игру. Ну, он кого-то манго купил. Ну, типа, да, точнее, маны пал до того, Да, как до третьего. третьего. Ну, тут важно, да, на третий левел ману не Ну, запулил пачку. Линия full free, качаемся. 16-летний Бристлбек снесет, да, тебя думаешь? Думаю, да, по-моему, эту игру снесли. Ну, тут еще пак, типа, ну, в таких героев играть, знаешь. Прикольно. Станищах? Прикольных, да. Ну, просто может вот это вот делать. Хороший герой у тебя. Метовый. Сильный. Честно. Честно. Стоит, качается. Ну, типа, дефолтный геймплей тройки. В топе всех убили, тэпнулся, вышку за это потерял в боте. Да, как будто до талого надо будет дефать. Да, ну против бруды это важнейшее правило. То есть если ты на героя играешь, который дефает тавер, типа Т1 можно отдать, если хорошая ситуация, тэпнуться и реально заимпактить. То есть Т1 плюс-минус, но Т2 надо прям вот лейнить, искать бруду и играть в нее. То есть если бруда в топе, ты в топе, если бруда в боте, ты в боте. Бруды арчит? Убили, у бруды, ща. Да, у бруды арчит. Тут фри игра, тут даже типа у меня нет слота под либо канду, либо сильвер. Идет в бот, тэпнулся в топ, убил троих, вернулся в бот, потерял Т2, забрали торма, все хорошо. Пропокали его. Это еще, кстати, игра, где вот этот вот врап был супер имбой. Квапа пошла. Вот Квапа, вот настолько молодец на Квапе, то есть мы забрали Рошана, и вот что чел делает с Егисом? Клок блинканулся, ну надо, вот надо. Типа без этого игру не выиграть. Вот только вот так, только полететь в 5 героев и сдохнуть. Но у Бристлбека все хорошо, 0 контеста. Скорее всего, еще вместо Сашияши нужно купить БКБ, чтобы просто убить героев с рейд-клика. Или яйцо где-то поможешь разбить? Яйцо сломать, Ну, да. тут как будто яйцо не бьется. 3 силовика. Не лишника. Не, могут под саблю, кирасу потом будущую. Могут сломать. Бежит в мид. Да, мы проиграли эту игру, я вспомнил. Тут просто Бристлбек будет 1 в 5 бежать везде и всех убивать, потому что на него нет урона. И Тараску купить еще сверху. 1400 ран получается. Вот тут было только ТП в топ. Да, только ТП в топ, а так, ну, в целом нормально. Сдох в миде. Очень плохо, но ничего это не даст, потому что это Бристлбек, 5000 хп, 600 урона с руки всего лишь. Заберут Рошана. Обращу внимание, что делает тем временем моя команда. Вот 30 секунд БКБ обязательно надо вот тут вот побегать. Вот Рошана опается 6 секунд, вот просто сдохнуть. И все. И враги инста-смог, до Сильвера чуть-чуть, нам надо пофармить. Но враги нажали смог, нашли Энчу, убили Энчу, забрали Рошана по 2 пикофа, почти убили меня еще зачейзят. И все. Ну, Зачем, сколько ты развернешься? не, там зачейзят. Тут я нападаю на клока, меня вяжет в манту, я пытаюсь убежать. Бежать. Оп, А, ну ты просто от дома скорее. я под думом. И все. Ну, в принципе, тут фришная игра. Хорошо сыграл. Единственное, что ТП в топ лишнее. Ну и смерть медиа. Вместо Си можно купить либо Кирасу, либо БКБ. Короче, надо учитывать то, что когда играешь на Бристлбеке, в тебя всегда будут покупать Сильвер. И от Сильвера есть только БКБ защита. Это важно, это знать надо. Сильвер БКБ снимается? Да. Ты знал? Да. Я просто хотел тебя проверить. Все, ну, в принципе, тут уже просто доигрыш. Тут гига фри. Да. Тут уже закончить дело техники, так сказать. Кончить, бруда встала ФК. GGS. Тут только вот, да, 2 момента. Да. ТП в топ и медиа смерть.
Посмотрели ваши демки, ребята разобрали ваши ошибки. Конечно, зачастую нашим подписчикам руинит Тима. Невозможно такого, чтобы они ошибались, но иногда и такое случается. Надеюсь, вы с помощью этого видео станете лучше играть. Скорее всего, нет. Будем честны. Мы на это Но, надеемся. надеюсь, вам понравилось хотя бы.